Привет, паукоманы и фанаты киновселенной Марвел. Этот день, которого мы все так долго ждали, наконец-то настал. Трейлер фильма «Человек-паук. Совершенно новый день» официально в сети. Деталь номер один. Трейлер начинается с того, что Человек-паук с тоской смотрит пост в социальных сетях от Неда, своего бывшего лучшего друга, который, увы, его больше не помнит. В этом посте Нед и МД, бывшая девушка Спайди, празднуют свой первый день в Массачусетском технологическом институте. И тут возникает небольшая путаница. Действие совершенно нового дня должно происходить через 4 года после «Нет пути домой». А мы ведь помним, что Нед и МД поступили в MIT как раз в конце прошлого фильма. То есть спустя 4 года они уже должны были бы закончить учебу. Так что, возможно, эта сцена просто флешбэк в начале фильма, или же Питер пересматривает их старый клип в соцсетях, предаваясь ностальгии. Далее мы получаем невероятно крутой кадр, где паучок ныряет вниз с небоскреба. Мы видим происходящее прямо изнутри его маски и слышим, как он делает глубокий, весьма депрессивный вдох. Снято просто потрясающе. Обожаю, когда создатели находят новые свежие способы показать перспективу Человека-паука даже спустя столько лет экранизаций. Сразу после этого краткого вступления трейлер вводит зрителей в курс дела. Мы слышим, как Человек-паук объясняет кому-то, скорее всего МД, почему они его не помнят. В руке он держит письмо, так что смело можно предположить, что этот закадровый голос — это Питер, который вслух перечитывает написанное им же послание. Здесь также стоит обратить пристальное внимание на крупный план его веб-шутеров. Запомните этот момент, он будет критически важен чуть позже. После этого довольно мрачного вступления нам показывают, как Питер, судя по всему, тайно следит за своим бывшим лучшим другом. И черт возьми, это разбивает мне сердце. Но не буду лгать. Очень приятно снова видеть Человека-паука таким, каким он часто предстает в комиксах. Бедным героем уличного уровня. Да, было круто видеть его в компании Мстителей с их миллиардными бюджетами последние 10 лет. Но это тот самый классический Человек-паук, по которому скучали хардкорные фанаты. Вы только посмотрите на эту стиральную машину в его квартире. Я почти уверен, что у меня была точно такая же в 2008 году, когда я только съехал от родителей. Идем дальше. Нам показывают короткую сцену, где Человеку-пауку вручают ключ от города. На первый взгляд, проходной кадр. Но здесь есть очень важная деталь. Ключ Спайди передает Шейла Ривера. Судя по всему, она теперь мэр Нью-Йорка. Но погодите-ка, последний раз мы видели ее в сериале «Сорвиголова, рожденный заново», где она работала бок о бок с мэром Уилсоном Фиском, известным как Кингпин. В мягком перезапуске «Сорвиголовы» Кингпин становится мэром Нью-Йорка, и Шейла – одна из его главных союзниц. Что это значит? Фиску объявили импичмент, или он просто проиграл перевыборы? Уверен, что второй сезон нового «Сорвиголовы» как-то коснется этой темы и будет тесно связан с совершенно новым днем. Дальше идет обязательная порция сочных кадров, где Человек-паук крутит сальто и пируэты, пролетая сквозь каменные джунгли. И давайте на чистоту. Сразу видно, что этот парень не пропускает день ног в спортзале. Затем мы видим сцену с танком. Еще в конце 2025 года в сеть утекли фотографии со съемок, где Том Холланд снимался в экшн-сцене с танком прямо на улицах Нью-Йорка. Похоже, эти кадры именно оттуда. И у меня только один вопрос. Кому вообще пришла в голову гениальная идея стрелять по Человеку-пауку из танка средь бела дня в центре Нью-Йорка? С таким же успехом можно было просто позвонить Мстителям и попросить себя арестовать. А вот теперь держитесь крепче. Мы получаем первый взгляд на один из самых ожидаемых кроссоверов в MCU – Человек-паук и Каратель. В последний раз мы видели Фрэнка Касла, когда он сбегал из пыточной тюрьмы Кингпина. Снова привет, сорвиголова. В трейлере Паука сбивает бронированный грузовик, за рулем которого сидит сам Каратель. После обмена типичными комиксными колкостями, Каратель просто сносит Спайди с грузовика выстрелом. Фрэнк Касл, простреливающий паутину Питера со словами «хватит ныть», это просто пик брутальности. Но наш стенолаз не остается в долгу. Он бьет Карателя ногой, выкидывая его из грузовика, и залепляет ему рот паутиной прямо перед тем, как тот успевает выдать отборное ругательство. Жду не дождусь, чтобы увидеть больше их взаимодействия на экране. Далее мы видим одного из самых ненавистных персонажей в комиксах о Человеке-пауке – Пола. В арке «Совершенно новый день» именно он стал новым любовным интересом МД. И похоже, он действительно дебютирует в кино. Мы видим, как он гладит МД по волосам, пока Питер с болью наблюдает за этим. Земля тебе пухом, Питер. А вот дальше начинается настоящий боди-хоррор. Питер за кадром говорит, что со мной происходит, после чего теряет сознание в своей квартире. Просыпается он уже внутри огромного паутинного кокона.
И самое главное, эта паутина создана естественным путем, без использования веб-шутеров. Похоже, слухи подтвердились, и нас ждет мрачная сюжетная линия эволюции Человека-паука в настоящего Человека-паука. Питер разрывает кокон, который, судя по всему, находится снаружи его квартиры, срывается вниз и стреляет естественной органической паутиной прямо из запястий, чтобы спастись. Прямо как Спайди в исполнении Тоби Магуайра. Что вы будете делать, если начнете стремительно мутировать? Правильно, пойдете к самому умному ученому из тех, кого знаете. На сцену выходит доктор Брюс Беннер. Питер обращается за помощью к бывшему Мстителю, и мы видим, как Беннер использует какие-то крутые технологии для сканирования ДНК Питера. Кстати, в последний раз Беннер был в форме умного Халка, а здесь он снова обычный человек. Очень интересно, как это произошло. Мутация, судя по всему, дает пауку обостренные чувства. Нам показывают сцену, где обычная падающая капля воды заставляет героя схватиться за голову от невыносимой боли. И тут важная деталь. На руках Питера надеты механические веб-шутеры. Это значит, что либо он еще не научился контролировать свои органические железы, либо эта сцена происходит до того, как он оказался в коконе. Мы слышим, как Беннер произносит слово «мутация», и в моей голове сразу звенит колокольчик. Нельзя просто так вбрасывать диалоги о мутациях, не планируя хоть как-то ввести Людей Икс. У нас уже есть парочка подтвержденных мутантов в MCU, таких как Мисс Марвел и Немор. Следующий кадр бьет прямо в сердце. Питер на могиле своей любимой тети Мэй, которую Зеленый Гоблин убил в прошлом фильме. И здесь мы снова возвращаемся к арке «Еще один день». Питер пошел на сделку с Мефисто, чтобы спасти Мэй. Возможно ли, что этот сюжет адаптируют? Мы ведь уже встретили Мефисто в сериале «Железное сердце». Вполне вероятно, что демон вернется и предложит Спайди вернуть тетю Мэй к жизни, но за определенную цену. Какой будет эта цена, можно только гадать, но я не удивлюсь, если физическая мутация Питера – это побочный эффект какой-то фаустовской сделки. А теперь момент, который заставил мой мозг кипеть. Нам показывают загадочного персонажа, запертого в высокотехнологичной тюрьме, замаскированной под комнату в общежитии. Лица мы не видим, только фигуру и руки, прикованные к креслу. На героя зеленый костюм, а руки выглядят женскими. Интернет уже взрывается от теории, что это таинственный персонаж в исполнении Сэдди Синг. Голос за кадром в этот момент произносит: «У пауков 3 жизненных цикла». Возможно, это говорит Тумстоун, злодей, заявленный в фильме, хоть его и не показали напрямую. Но это выглядит как гениальная обманка, чтобы отвлечь нас от слухов о том, что Сэдди Синг играет Джин Грей. Да-да, многие уверены, что рыжеволосая Сэдди сыграет одну из основательниц Людей Икс. И Джин действительно носила зеленый костюм в эпоху Темного Феникса. Следующие кадры только подливают масло в огонь этой теории. Паук срывает крышку с танка и находит внутри женщину, которая выглядит одержимой или находится под контролем разума. Она смотрит на охранника, он становится одержимым. Охранник смотрит на другого парня, и тот тоже попадает под контроль. Перемещение разума из тела в тело выглядит скорее как демоническая магия, опять Мефисто, но это также крутой визуальный способ показать телепатию Джин Грей. Чувствуете? Вайбы теории времен Ванда Вижн возвращаются. Встречайте. Трамел Тилман, звезда сериала «Разделение», дебютирует в MCU. Я почти уверен, что он играет Вильяма Мецгера. В комиксах Вилл – малоизвестный злодей Людей Икс и ярый активист против мутантов. В трейлере он говорит Спайди: «Мы столкнулись с опасностью, которую не можем контролировать, которую даже не видим». Ходят слухи, что он – новый глава департамента по ликвидации разрушений, агентство, которое следит за сверхлюдьми. Они точно держат мутантов на радаре, и его слова звучат как прямая антимутантская пропаганда. Сразу после слов о невидимой угрозе нам снова показывают загадочного персонажа в капюшоне. Снова Сэдди в той же квартире Питера, только без паутины. Режиссура трейлера явно намекает, что Сэдди – мутант. Да, я сам себя убеждаю, что это Джин Грей, и вы меня не переубедите. Спустя 9 лет ожидания Майкл Мэндо возвращается к роли Скорпиона. Последний раз мы видели его в «Возвращении домой», и теперь он наконец-то щеголяет в каноничном костюме Скорпиона из комиксов. Вы только посмотрите, как двигается его механический хвост. Это просто праздник какой-то.
Судя по кадрам, паук будет сражаться со Скорпионом на той же локации, где находится Каратель. И вот что интересно. В комиксах «Совершенно новый день» и «Паук и Каратель» охотятся за так называемым лексиконом, каталогом всех криминальных предприятий Кингпина. Похоже, этот сюжет перекочует в фильм. Каратель бросает Питеру фразу «Ты теряешь хватку, пацан», что подчеркивает, как тяжело Спайди справляться со своей внезапной мутацией. Если моргнете, пропустите. На доли секунды нам показывают интимный момент между Питером и МД. Он только что спас ей жизнь или, наконец, решил рассказать правду о стирании памяти? Он ведь обещал найти ее. Но вот вопрос. Не возненавидит ли она его за то, что он так долго не выполнял свое обещание? А дальше подарок для истинных нордов. Нам показывают сцену, буквально покадрово срисованную из классической обложки первого появления Человека-паука. Кстати, этот выпуск сейчас стоит больше $100 000 на eBay. Начинается шикарный монтаж экшена, где нам впервые демонстрируют заявленных ранее злодеев. Бумеранга, который в слоумо метает свое оружие, и Тарантула, сражающегося со стенолазом. Это прямые отсылки к страницам комиксов. Возможно, это просто вступительный монтаж фильма, как нам обещали в «Фантастической четверке. Первые шаги». Или же Спайди просто методично вычеркивает имена злодеев из того самого лексикона Кингпина. И как будто нам было мало связей с «Сорвиголовой», в трейлере появляется клан Рука. Мистическая криминальная организация ниндзя прямиком из сериалов Netflix. Держу кулачки за камео Чарли Кокса в роли Мэтта Мёрдока. Экшен здесь просто невероятный. Спайди использует паутину, чтобы буквально разорвать катану одного из ассасинов на куски. Просто жесть. И тут мы видим жуткий кадр. Глаза Человека-паука становятся полностью черными. Мутация берет над ним верх, или это какое-то демоническое влияние? Да-да, Мефисто, я снова смотрю на тебя. Кстати, забавный факт. Режиссер фильма Дестин Дэниел Кретон, снявший «Шан-Чи», привлек к работе знаменитую команду каскадеров Джеки Чана. Сам Джеки подтверждал это в интервью. Так что готовьтесь к рукопашным боям совершенно нового, запредельного уровня. Ну и вишенка на торте. В финале мы видим, как Питер разговаривает с МД на той самой вечеринке, где она была со своим новым парнем. Классическая, слегка неловкая шутка про дружелюбного соседа, и трейлер обрывается. Боже мой, я просто в невероятном восторге и жду этот фильм как никогда. А что вы думаете об этом трейлере? Прав ли я насчет Джин Грей? Сработает ли сделка с Мефисто? Обязательно пишите свои безумные теории в комментариях, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы.